И всем привет! Сегодня у нас 18-й день второго сезона, и третья фаза экспедиции между планами уже подходит к концу. То есть завтра нам нужно уже отбивать гильдейских боссов Альянса, элементали, гига-элементали, как бы мы их ни назвали, бить их надо. Что у нас поменялось вообще в экспедиции с момента последней фазы, второй? У нас тут, во-первых, стало 3 попытки вместо 2. Это значит, что нам нужно уже искать 3 команды вместо 2. Это, конечно, накладывает свои сложности, потому что подбор команды и тесты вот эти все, они занимают достаточно много времени, но также у нас изменилась рейтинговая система. Тут есть у нас рейтинг внутри Альянса, да, уже знакомый нам, но появилась еще межсерверный рейтинг Альянса. Межсерверный, то есть здесь 4 сервера участвуют, получается, в соревновании по очкам на гильдейских боссах. И также у нас уже знакомый нам рейтинг на нашем сервере. Также в наградах у нас предусмотрены осколки героев за один рейтинг и осколки героев за другой. То есть постараться придется, чтобы попасть в эти рейтинги и получить эти осколки. Хотя там разбег не такой большой, поэтому, думаю, получат их многие. Итак, гильдейские боссы. Гильдейские боссы у нас представлены слабостью, да, к призыву, командам омертвления, точнее, командам яда и командам огня. Вроде бы у нас есть слабость к командам огня, вот у одного элементаля, но команда горения показывает себя хуже всех. Я имею в виду хуже, чем сбор, хуже, чем яд. Призыв я, понятно, не называю, потому что призыв, он здесь справляется лучше всех до сих пор. Итак, команда горения. Команда горения набивает в районе 650 миллионов урона. Давайте посмотрим это на автобое. 640. Ну, у меня уже было 660, 670. Тут у нас Ашетиус на авто бьет, поэтому разбег есть. Разбег есть. Такой вот ДПС, то есть урон в секунду. Такой вот урон. В принципе, неплохо, но я думал, конечно же, с Ашетиусом должно быть все-таки получше. Но здесь есть проблема. Какая есть проблема у команды горения? У нас есть вот эти элементали, да? Команда горения наносит основной урон за счет взрывов. Вот этих вот взрывов. А что у нас взрыв? Он наносит окружающим врагам. То есть врагам, окружающим, да? Вокруг цели, относительно которой происходит взрыв. А расположение гигаэлементалей и их вообще площадь, которую они занимают, они такие, что взрыв здесь плохо работает в общем. В общем, плохо работает, потому что он не наносит урон вокруг элементалей дополнительный. То есть он не суммируется, а проходит мимо. То есть да, взрывается, допустим, сам элементаль. Но, допустим, на него уже особо это не переключается. Соответственно, не множится урон за счет взрывов. То есть не работает основная часть вот этой школы, вот этой механики. Насколько я это понял. Ну и плюс ко всему здесь всего 3 элементаля. Поэтому даже если бы работали, конечно, это было бы намного лучше. Но даже если бы работали, тут всего 3 цели, которые могут получать этот урон. Поэтому как-то так. Около 700, там, 650 миллионов наносит вот такая команда. Кто у нас здесь в команде? Ну, собственно, это Ашетиус, да, с артефактом. Ему я выкрутил максимально атаки, крит шанс, крит урон, то есть все, что смог. Мифические предметы вот здесь вот такие. И таланты у него вот такие. Я взял, чтобы урон был наибольшим. Почему здесь я не использую мифический предмет на повышение урона от взрыва? Казалось бы, 35% повышения урона. Я сейчас говорю вот об этих предметах. Вот о таких предметах. 35% больше урона. Но, как я уже сказал, здесь есть проблема у взрыва. И если вы оденете такую вещь, пускай даже хорошую, бонуса урона здесь особо не будет. То есть я сравнивал, и получалось хуже, чем, допустим, вот с такой на атаку. Либо вот с такой на урон. Поэтому, к сожалению, здесь горение не может себя показать. И давайте посмотрим дальше. Джорн. Джорн здесь у нас герой поддержки, плюс он на заливке, и плюс он ускоряет команду. Также у него здесь ребра, чтобы повышать урон. Таланты я ему не вкачивал, они здесь не принципиальны, поэтому как-то так. Кто у нас здесь еще? Карф. Карф у нас разломщик. Карфу я дал мифический предмет, который у меня есть. Он здесь на атаку, это не принципиально, просто на урон. Он тут не так уж, чтобы много урона вносит, точнее, практически не вносит. Поэтому его главная задача — это кидать разлом, накладывать горение и давать баф. Что он, собственно, и делает. Таланты я ему взял вот такие. Таланты в ветках горения, они повторяются. И некоторые из них, ну и многие из них, там они не суммируются. Поэтому я их чередовал. У Карфа одно, а, допустим, у Дурема другое. Такие вот таланты. У Дурема здесь вот это мифический предмет на повышение атаки. И то, что было, у меня здесь даже вот такой вот предмет на сопротивление, потому что на атаку у меня нету, но зато здесь второстепенные характеристики хорошие. Ему также максимальную атаку и шанс крит удара, крит урон. Также не забываем, что Дурему нужна точность. Он накладывает горение
и участвует в наложении, поэтому ему точность не помешает. Ну и, соответственно, артефакт у него своей школы. Последний тут герой Персиваль, я его взял, потому что у него есть усиление атаки, баф усиления атаки. Собственно, тут, ну и плюс он еще горение немножечко накладывает, поэтому точность я ему тоже сделал. Ну и плюс еще у него сет вот этот на баф, на урон, на стихийный и орган. Ну и атаки немножечко больше, сколько смог. Какая здесь есть проблема еще у горения? Вот этот элементаль постоянно накладывает вот этот вот штраф к атаке. Постоянно. На кого он накладывает? Он накладывает его на Шетиуса. Если бы я Дурему здесь, кстати, если бы у меня была вещь нужная, да, с атакой, то у Дурема была бы атака выше, чем у Ашетиуса. И тогда он бы накладывал штраф к атаке на Ашетиуса. Ой, на Дурема, я прошу прощения. Так как он кидает постоянно на Ашетиуса, я ничего с этим не могу сделать. Он только появляется, когда мы его разрушаем, он снова восстанавливается и тут же кидает на него этот штраф. Штраф он кидает вокруг Ашетиуса, Ашетиус выбегает вот сюда вперед. Соответственно, штраф получает Джорн и Ашетиус. У Джорна ребра, ему это на руку. Ашетиуса я не смог из-под этого штрафа никак убрать. Если ему выкрутить сопротивление, у него не будет достаточно атаки, чтобы штраф накладывался на него, он будет накладываться на Дурема. Я уже пробовал. И мы теряем урона больше в итоге. Если мы поставим кого-то из поддержки, допустим, Нар, допустим, с посохом и вот с этим мифическим предметом, чтобы он снимал ослабление. Тоже не поможет. Тоже мы потеряем в уроне, потому что, во-первых, Джорн нас не будет разгонять, во-вторых, Нара не будет успевать снимать этот дебаф постоянно. У нас Ашетиус, кто знает, кто не знает, да, он набирает энергию от атак по противникам с горением. Поэтому, ну, Нара просто не будет успевать. И, соответственно, мы все равно будем ультовать частенько с этим штрафом. Как мы здесь вообще выживаем с Джорном и не умираем? Учитывая, что здесь подхила никого нету, лечения никто не осуществляет. Ну, мы это делаем за счет того, что у нас высокий урон, и мы успеваем их часто разрушать. Соответственно, они на нас урона много не наносят. Ну и плюс у нас есть вот этот навык, который нам помогает в этом. И, соответственно, аура у Джорна. Итак, набивает команда, как я уже сказал, около 650 миллионов. Тайминги такие. Ашетиус у нас по умолчанию. Он, во-первых, кстати, снимает горение, за счет этого пассивка Дурема наносит больше, пассивный навык Дурема наносит больше урона. 16 секунд здесь потому, что Джорн нас разгоняет, плюс сет на заливку. Ну и, соответственно, очередность стандартная. Джорн, он заливщик у нас, потом Персиваль дает баф, потом Карф разлом и, соответственно, Дурем. Дурем уже в конце в самом замыкает этот круг. Чтобы Персиваль успевал в 16 секунд, я ему дал немного ускорения. На это надо обратить внимание. Если вот ему не дать, то он будет съезжать. Ну, в принципе, это не критично, то есть мы можем просто поставить тогда не 16, а 16.1 или 16.2. Это не страшно. Ну, собственно, и все. Давайте посмотрим код команды, я сразу вам его покажу. Где он тут? Код команды вот такой. И этот код я выложу в описании к видео. Если что, можете его найти там. Давайте посмотрим бой. Как это происходит в бою.
И, как мы видели в конце боя, у них была проблема с выживаемостью, то есть у нас постоянно было неполное здоровье. Ну, бои здесь разные, все зависит от того, как они будут попадать по элементалям, как оно будет там проходить криты и все такое. То есть разные бои, разный результат. Если у кого-то есть вариант, как избежать, допустим, штрафа атаки, не потеряв в уроне, то есть комбинацию там таймингов, либо героев, там, то подскажите, я тогда буду обновлять видео. То есть выкладывать буду дополнительное видео, где я буду показывать ваш вариант. И буду вам, естественно, за это премного благодарен. Ашетиусу тайминги я ставил, получалось стабильнее в плане уровня здоровья и снимания вот этих элементалей, но при этом взрыв горения происходил реже. И, соответственно, Дурем урона у него было заметно меньше, поэтому как-то так. Вместо Ашетиуса можно ставить, ну, кого-нибудь другого. То есть любого из кого вы здесь видите, можно ставить вместо Ашетиуса. Естественно, будет намного хуже вариант, и тогда, скорее всего, придется менять Джорна, потому что урона не будет хватать, чтобы так легко снимать элементалей, и выживаемость будет гораздо хуже. Поэтому, если Ашетиуса нету, и если Дурем без пробуждений, да, то есть от них, естественно, тоже зависит урон, то придется вместо Джорна использовать, ну, того же, допустим, Нара, либо кого-то еще. Ну и, соответственно, здесь вы можете выбрать кого угодно. Я пробовал вот Зраакса с его турелью. Получалось нормально. Я имею в виду вместо Персиваля. Также я использовал Бикса. Тоже получалось нормально, но все-таки хуже, чем с Персивалем, потому что, как я уже сказал, здесь есть проблема угорения с этими эффектами взрыва. И здесь не используются мифические предметы с взрывом. Мне лично они не дали прироста в уроне. И также сам взрыв наносит гораздо меньше урона, чем мог бы наносить. И, соответственно, у, допустим, Бикса здесь ограниченная площадь, всего 3 на 3. Соответственно, то есть он будет задевать только 2 из 3. Ну и то же самое здесь, в принципе, у всех остальных. Одна и та же проблема. Поэтому, ну вот такой вот вариант. Ну а пока на этом все. И до скорых. Спасибо за просмотр. И до встреч, до скорых. В других роликах я буду их разделять.